В начале мая 2025 года Еврокомиссия на своем сайте официально опубликовала текст так называемой дорожной карты поэтапного полного отказа Евросоюза от поставок всех энергетических ресурсов из России. Поскольку эмбарго на поставки российского угля, введенное еще в 2022 году, действует совершенно исправно, в этот раз предложение еврочиновников касается нефти, газа и, кроме того, в тексте имеются вот такие слова. Ограничить новые контракты на поставку, подписанные совместно с агентством по поставкам Евратома, на уран, обогащенный уран и другие ядерные материалы из России. Комментариев экспертов относительно полного запрета российских углеводородов было опубликовано достаточно. А вот с теми самыми ураном, обогащенным ураном и другими ядерными материалами все несколько сложнее, как, впрочем, и сама атомная энергетика. Придется разбираться, дабы попробовать ответить на очевидный вопрос. Смогут ли евробюрократы нанести вред Росатому? Каким может быть этот потенциальный урон? И если он будет, то насколько существенным? И есть ли в России возможность купировать потенциальные проблемы? Ну и заодно можно попробовать оценить, как сам-то коллективный Запад потянет такой запрет. Именно коллективный Запад. Если кто забыл, то напомню, что еще в прошлом году задорный старикашка Джо Байден подписал закон, запрещающий поставки российской урановой продукции в США. Ну а то, что наши господа эксперты, анализируя предстоящее эмбарго на российские энергоресурсы, тщательно оценивают все, что связано с углеводородами, но атомной темы не касаются, на мой взгляд, говорит только о том, что все напряженно ждут комментариев от нашей атомной корпорации. Я тоже жду. Так что сегодня только мое личное оценочное мнение и перечисление всяческих фактов, порой занимательных, порой откровенно скучных, поскольку для их понимания придется разбираться с кое-какими техническими подробностями. Но без этих самых технических подробностей не получится. Они определяют серьезные экономические результаты, да и политики порой касаются. И, конечно, при всех размышлениях об обогащении урана до энергетического уровня по изотопу 235 необходимо не забывать о двуличии урана. Он может служить не только для производства ядерного топлива, но и служить основой для создания ядерных боезарядов. Не помню, если честно, кто именно из древних мудрецов изрек: договоритесь о терминах, и причина большей части для споров исчезнет. Вот с терминологией, используемой профессионалами атомной отрасли, и начнем, поскольку любимое занятие многочисленных журналистов, которые в урановых технологиях разбираться отказываются напрочь, пудрить нам мозги. С этого и начнем. Разумеется, ровно тоже относится и к всевозможным политикам, в том числе и европейским. Подавляющее большинство из них в атомной энергетике разбираются так же, как парнокопытные в цитрусовых. Да, это у меня сейчас раздраженный тон, поскольку так уж сложилось, что Россия, как и СССР, Минатом, Росатом, Министерство среднего машиностроения, природный уран на экспорт не поставляли и не поставляют. Не поставляют от слова вообще. То, что вот эта публика обзывает словом «уран», на языке профессионалов природная руда урана. Впрочем, давайте по порядку прошагаем по всем этапам переработки урановой руды, от ее добычи из подземных кладовых до фабрикации тепловыделяющих сборок. С учетом новых и новейших технологий добычи и обогащения урановой руды, в настоящее время экономически рентабельна разработка месторождений с содержанием урана в 0,3-0,5%. Руда с содержанием 1% – это теперь богатое месторождение, просто радость какая-то. Не случайно использую слово «теперь». Руда в месторождениях, которые разрабатывали на заре атомного проекта, была совершенно другой. Надеюсь, что в Японии осведомлены о том, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки они во многом обязаны легендарному месторождению Шинкалобве на территории нынешней Демократической Республики Конго. С 1885 по 1908 годы Демократическая Республика Конго была личной собственностью бельгийского короля Леопольда II. В 1908 году Его Величество соблаговолило продать эту собственность бельгийскому государству. Интересно, по цене Леопольд II долго торговался? Для тех, кто постарше, предлагаю слегка поностальгировать. Первым президентом независимой республики Конго, переименование в Демократическую республику Конго состоялось в 1997 году, при котором стране удалось сбросить бельгийцев, был Патрис Лумумба. Но это я так, к слову, пришлось. Так вот, содержание урана в руде месторождения Шинкалобве составляло просто немыслимые, фантастические 65%. И именно эта руда в результате ряда случайностей оказалась в распоряжении участников Манхэттенского проекта. Эту руду из месторождения вычерпали еще в 50-е годы, но рудник был закрыт только в 2004-м. Полсотни лет шла переработка отвалов породы, в которой содержание урана в среднем составляло 20%. То есть ровно столько же, сколько в самом богатом на сегодня канадском месторождении Сигарное озеро, Сигар-Лайк. Невероятная урановая руда бельгийского Конго обеспечила штатам не только создание малыша и толстяка,
но и многолетнее лидерство по темпам создания ядерного оружия. Просто для сравнения, первый горно-обогатительный комбинат на территории СССР в Эстонском силами в 40-е годы обогащал местные так называемые черные сланцы с содержанием урана 0,1%. Богатое месторождение Канады, кстати, причина того, что атомщики этой страны разработали собственную оригинальную технологию тяжеловодных реакторов Канду – Канада Дейтерий Уран. Про такие реакторы, надеюсь, еще обязательно расскажу, но главная их особенность – возможность использовать природный уран безо всякого обогащения по содержанию изотопа 235. Обратная сторона медали – природного урана для таких реакторов надо куда как больше, потому тяжеловодники куда как габаритнее. Ладно, это я куда совсем в сторону ушел, возвращаемся на место. Урановая руда наших дней содержит в среднем до 1% урана, потому транспортировать ее куда бы то ни было с экономической точки зрения – просто безумие. Горнообогатительные комбинаты строят непосредственно на месторождение. Убрать 99% пустой породы – отдельная научная, конструкторская и инженерная огромная работа, отягощенная, конечно, еще и радиоактивностью. Конечный продукт обогащения урановой руды – закись окиси урана, или на профессиональном жаргоне – желтый кек. Желтый кек – это уже весьма и весьма приличный товар на мировом рынке. Царь и бог, на котором в этом веке – Казахстан. Некоторые казахстаноориентированные эксперты уверяют, что эта республика занимает до 40% в мировых объемах добычи. Но самая простая проверка показывает, что это откровенное вранье. Какие такие 40%, если калькулятор показывает в течение последних 3 лет от 43 до 45%? Так что, если по-честному, то мировой рынок природного урана – это Казахстан и какая-то мелочь пузатая в прочих странах. Но, как это часто бывает, есть нюанс. Добычу на территории Казахстана Казатомпром ведет на базе совместных предприятий с целым набором иностранных компаний. Потому доля государства Казахстан на мировом рынке природного урана составляет чуть более 20%. И если я уже заговорил о компаниях, то второе и третье место в мировом табеле о рангах – холдинговая и дочерняя структура нашего Росатома и канадского уранового добытчика Камеку. Но если мы говорим о России, то интерес нашей страны вовсе не выход на мировой рынок с природным ураном, а в том, чтобы обеспечить собственным сырьем все потребности перерабатывающего комплекса, созданного и развиваемого в контуре топливного дивизиона Росатома, холдинга ТВЭЛ. Обогащение урановой руды до уровня желтого кека – это только первый шаг на пути к фабрикации ядерного топлива. Да, первый этап вполне рентабелен, хотя ориентирование на мировом рынке урановой руды далеко не просто. Будет интересно, можем вернуться к этому рынку, который принципиально отличается от рынков любых других полезных ископаемых. В качестве анонса или затравки – последние лет так 20 годовое мировое потребление урана вдвое превышает объемы его добычи. Еще из занимательного. Мы часто слышим новости о мировых котировках урана, но всегда в таких случаях речь идет о спотовых, срочных и кратковременных поставках, в то время как цены в долгосрочных контрактах могут отличаться на десятки процентов. По секрету рассказывают, что цены в долгосрочных контрактах всегда выше уровня спотовых цен, что, согласитесь, тоже явление редкое, если не уникальное. Ну, а если описывать поведение Росатома на простом языке, то наша атомная корпорация весь добытый уран норовит утащить в норку, чтобы запустить дальнейшую цепочку его переработки, чем обеспечивает совсем другой уровень рентабельности и совсем другое количество рабочих мест. Второй этап переработки природного урана, о котором не так часто вспоминают, это дополнительная, более тонкая очистка желтого кека, чтобы гарантированно избавить его от всех химических примесей. Традиционно осуществляется на тех же производственных площадках, где осуществляются еще 3 дальнейших этапа переработки природного урана. На месторождении руду добыли, от пустой породы отряхнули, после чего выполнили ровно одну логистическую операцию. Доставили желтый кек туда, где осуществляется производство обогащенного уранового продукта. Этап переработки номер 3 сугубо химический. Требуется оксиды урана, то есть соединение урана с кислородом, перевести в соединение с фтором и получить гексафторид урана. Гекса – это 6 на латыни, то есть речь идет о химическом соединении одного атома урана с 6 атомами фтора. На профессиональном сленге – конверсия урана, чтобы не засорять язык всеми этими латинизмами. Операция необходима, поскольку нагрев гексафторида до 58 градусов по Цельсию превращает серый порошок сразу в газ, минуя жидкую фазу. С жидкостью просто неудобно работать. Не забываем, что речь идет о радиоактивном материале, а газ необходим для обогащения урана по содержанию изотопа 235. Для чего нужен именно этот изотоп, рассказывал неоднократно, поэтому в этот раз только в самых общих чертах. Школьно-учебниковое описание цепной реакции деления ядер урана, надеюсь, забыть не удается. Свободный нейтрон попадает в ядро урана, оно разваливается на осколки, при этом образуются уже 2 свободных нейтрона, которые попадают уже в 2 ядра урана. Помните?
Вот этот рассказ, он про свойства урана-235, которого в природной руде содержится всего 0,711%. Основной изотоп урана-238 в цепной реакции деления не участвует, но время от времени изволит кушать свободные нейтроны. Я бы даже сказал, что жрет он их, почем зря. Нет свободных нейтронов, прекращается сама по себе и цепная реакция деления ядер урана-235. Выскочили вот два свободных нейтрона, а уран-238 их сожрал. Вот вся любовь. Отбить аппетит у этого обжора невозможно. Остается только увеличивать число свободных нейтронов. А для этого требуется, чтобы того самого изотопа 235 было кратно больше, чем в природной руде. Потому после конверсии урана его гексфторид после подогрева направляется в те самые газовые центрифуги, с рассказа о которых вот уже 10 лет тому назад начинался проект геоэнергетика. Это я так толсто намекаю про цикл «Сага о Росатоме», видеоформат которого можно найти в архиве нашего канала на YouTube. Обогащение урана по содержанию изотопа 235 – это уже четвертый этап переработки природного урана. Один из самых основных, но далеко не последний. Исторически обогащение урана по содержанию изотопа 235 впервые было освоено в Штатах в рамках Манхэттенского проекта. Но это была газодиффузионная технология, основной принцип которой молекулы гексфторида с ураном-235 чуточку быстрее проскальзывают через микроскопические отверстия в специально создаваемых мембранах, сеточках. Опять же, сегодня без подробностей. Остановимся только на одном факте. Энергозатратность диффузионного обогащения в 50 раз выше, чем при использовании для той же цели газовых центрифуг. Вот только технология газовых центрифуг самостоятельно не поддалась освоению ни в Европе, ни в Штатах. Так что получилось. Но поскольку до начала 70-х годов Советский Союз на мировой рынок обогащенного уранового продукта не выходил, а у Штатов был огромный финансовый гандикап, Штаты смогли уверенно занять лидирующую позицию. Добились они этого за счет строительства и использования на полную мощность двух газодиффузионных заводов, которые создавались прежде всего для производства ядерных боезарядов. Впервые уран с обогащением в 93% по изотопу 235 был получен на заводе К-25 в Окридже, штат Теннесси, в конце 1944 года. А завод в Падьюке, штат Кентукки, был введен в эксплуатацию в 1952 году. Мощностей этих двух предприятий было достаточно для того, чтобы выгонять для нужд Пентагона уран с обогащением в 93% и одновременно там же для атомных электростанций с энергетическим уровнем обогащения в пределах 5%. Для понимания глубины то ли трагедии, то ли комедии. В 1954 году заводы в Окридже и в Падьюке потребляли 10% общего объема генерации электроэнергии США. Коллегами по ремеслу и одновременно конкурентами в атомной энергетике на заре атомного проекта у Штатов был не только СССР, но еще и, как ни удивительно, Англия. Хронология. Первая атомная электростанция в СССР на планете, 1954 год, Обнинск. Вторыми были островитяне с их оригинальной, охлаждаемой углекислым газом атомной электростанцией Колдер-Холл, графство Камбрия, осень 1956 года. И только третьей по счету стала атомная электростанция в мае 1958 года Шиппингпорт в Пенсильвании. Причины такого противостояния Штатов и Англии сложились в 40-е, когда Штаты для ускорения реализации военных задач Манхэттенского проекта привлекли в числе прочих английских ученых, имевших весьма серьезные результаты в исследовании свойств урана. Отдельная тема, что одним из этих ученых оказался Клаус Фукс. Но сегодня не о нем и не о его удивительной биографии. Англичан к работе в Манхэттенском проекте американцы привлекли, а вот поделиться полученными результатами как-то то ли забыли, то ли постеснялись. Американцам, конечно, очень хотелось вести себя по-честному, но вот ведь незадача. Технологии урановые и плутониевые были объявлены секретами стратегической важности. Ходят слухи, что первую фразу «Ой, а кто это сделал?» произнес вовсе не незабвенный Людвиг Аристархович, а глава Манхэттенского проекта от Пентагона Лесли Гроувс. Но это не точно. Результат обиженности англичан – это и тяжеловодные реакторы Канады, и вот их собственные реакторы «Магнокс». Нет ничего удивительного в том, что в 1953 году в деревушке Карпенхерст в графстве Чешир началась эксплуатация обогатительного завода. Опять же, на диффузионной технологии. В Англии, несмотря на все ее пока еще не отбитые имперские амбиции, по сравнению со Штатами и труба пониже, и дым пожиже. Мощность их газодиффузионного завода была в десятки раз ниже в сравнении с предприятиями в Окридже и в Падьюке. Зато сообразительностью у англичан оказалось побольше. Завод в Карпенхерсте работает и в наше время, в отличие от американских заводов. В 1971 году в Европе была основана компания «Юренко», акции которой в равных долях контролируют правительства Англии, Голландии и Германии.
Юренко – единственная на Западе компания, самостоятельно освоившая технологию газовых центрифуг для обогащения урана. И даже конструкция этих центрифуг у нее собственная. Ну, как собственная? Это результат развития того, что Гернот Циппе смог в собственной голове талантливого инженера, вывести из Советского Союза. 10-летний срок, в котором он отбывал, работая сотрудником в группе Макса Штейнбека, где и успел увидеть первые эксперименты группы Виктора Ивановича Сергеева. Но в отличие от советских конструкторов, Циппе сделал ставку не на подкритичные, а на надкритичные центрифуги. Так, стоп, увлекся. Разделение изотопов урана в газовой центрифуге зависит от скорости вращения оси центрифуги, иглы. Чем быстрее она вращается, тем больше объем разделительной работы она способна выполнить. Но для наращивания скорости вращения нужно справиться с таким неизбежным явлением, как резонанс. Давайте без деталей. Просто вспомните стародавнюю историю про взвод солдат, шагающий нога в ногу по мосту, который в результате просто разваливается. Резонансная частота вращения способна просто разрушить вращающуюся ось. И чтобы эту резонансную частоту проскочить, требуются изощренные конструкторские решения. В 50-е годы, когда создавали первые центрифуги в СССР, на эту проблему, простите за мой французский, решили просто забить. Ну, выполняет подкритичная газовая центрифуга меньше разделительной работы, чем хотелось бы. Ну и что? Ставим не 2 надкритичные центрифуги, а условно 22 подкритичные. Вот и все. Дешево, сердито, а нужный результат достигается. Километровые каскады газовых центрифуг, цилиндров высотой менее метра, да еще и стоящие в несколько ярусов, выполняли с невиданной экономической эффективностью работу, до которой в Европе никак не могли дотянуться. Для понимания, первый каскад наших докритичных газовых центрифуг был введен на Уральском электрохимическом заводе в ноябре 1957 года. Первый завод в Алмело, Голландия, с надкритичными центрифугами от Юренко выдал продукцию в 1975 году. Ну и тут традиционно есть нюанс. Если максимально утрированно, то задача газовых центрифуг – выдавить весь имеющийся в природном уране изотоп 235. Уран-235 – это такой философский камень, священный грааль, как атомной энергетики, так и военной программы в любой стране. Содержание урана-235 в природной руде, напомню, 0,711 тысячных. Крутятся, вращаются, жужжат и даже кряхтят надкритичные юренковские центрифуги. Но в хвосты уходят 0,3 урана-235. Все. Эти остатки остатками остаются навсегда. Ничего с этим объединенным ураном европейские обогатители сделать не способны. Уран, остающийся после обогащения, зовется объединенным по объективным причинам. Содержание урана-235 в нем меньше, чем в природной руде. Но то, что для западных технологий предел возможности, для наших советских, а теперь уже и российских технологий, превосходное сырье, поскольку в наших хвостах содержание урана-235 – 0,1%. Вот по этой причине европейцы время от времени и везут объединенный уран в Россию. Медленно повторяю. Объединенный уран, в котором радиоактивного урана-235 меньше, чем в природной руде. Называть объединенный уран радиоактивными отходами могут только 3 категории людей. Дегенераты, провокаторы и те, кого им удается напугать. Соответственно, прежде чем выдавать на гора истеричные комментарии по этому поводу, будьте добры самостоятельно определиться, к какой именно категории вы относитесь. Заказ европейцев очевиден. Уважаемые лапотники и ватники, выдавите из наших хвостов уран-235, а то у нас руки не из плеч и под карандаш заточены. Что получает Росатом? Во-первых, что очевидно, деньги и возможность обеспечивать дополнительные рабочие места. Во-вторых, на сдачу остается объединенный уже по нашим технологиям практически чистый, как слеза ребенка, уран-238, в котором, повторюсь, урана-235 всего 0,1%. Заокеанские островные дикари из своего объединенного урана научились производить наконечники для снарядов. Разрушать и убивать американцы и англичане умеют лучше, чем что бы то ни было. Для Росатома объединенный уран – сырье, которое, будучи использовано в активных зонах реакторов на быстрых нейтронах, превращается в энергетический плутоний, который, в свою очередь, используется для изготовления ремикс-топлива, мокс-топлива и снуп-топлива. Если тема интересна, с удовольствием вернусь. А в этот раз просто констатируем. Заказы по извлечению урана-235 из европейских хвостов для нашей атомной корпорации – источник не только денег, но еще и сырье для производства самого технологичного ядерного топлива. Я, с вашего позволения, продолжу беглое описание противоборства диффузионных и центрифужных методов обогащения урана по изотопу 35, а потом еще кое-что уточним. С середины 70-х годов последовательно были запущены заводы Юренко в голландском Алмело, затем в германском Гронау
и на том самом английском заводе в Карпенхерсте. Британцы действовали с пролетарской простотой. Выломали к известной матери все оборудование диффузионных линий, отправив их на деактивацию, и в той же недвижимости установили центрифуги. Если без иронии, то поступок грамотный. Здание диффузионного завода уже было оснащено всеми мерами безопасности как для контроля радиоактивности, так и для обеспечения безопасной работы с таким замечательным химическим элементом, как фтор. На фоне англичан особенно контрастно виден острый ум и сообразительность французов. Центрифужные заводы строят и запускают в Германии, в Голландии, в Англии, практически под носом у французов. Но это не помешало им в 1979 году запустить в эксплуатацию собственный диффузионный завод «Жорж Бесс» в Трикостане. Мало того, что уже была очевидна невозможность на равных конкурировать с Юренко, в начале 70-х на внешний рынок вышло специализированное подразделение Министерства среднего машиностроения СССР «Техснаб-Экспорт», которое поставляет обогащенный урановый продукт под торговой маркой «Тенекс». Конечно, судя по ставшей знаменитой сцене с Эммануэлем Петеновичем Макроном и его партнером по браку, мазохизм во Франции в тренде, но чтобы вот так. Эта попытка действовать самостоятельно обошлась Франции не только в закрытии завода «Жорж Бесс» в 2012 году, но и в необходимости идти на поклон к Юренко, с которой Франция сотрудничать отказывалась все 70-е годы, пока тамошние специалисты осваивали работу по патенту Гернотта-Циппе. В результате в том же 2012 году там же, в Трикостене, был введен в строй новый завод по обогащению, теперь уже по технологии Юренко. На диффузионных заводах попытки конкурировать с советскими и российскими технологиями было невозможно по определению. Даже при поставках обогащенного уранового продукта по ценам на уровне себестоимости его же, но произведенного на диффузионных заводах, Техснаб-Экспорт был способен получать процентов так 100-150 прибыли. Дольше всех упорствовали, разумеется, американцы, поскольку чем выше ты залез, тем больнее падать. Несколько десятилетий царя и правя на западном атомно-энергетическом рынке соглашаться с тем, что против лома нет приема, было обидно и местами даже досадно. Лом – это вот те самые сотни тысяч подкритических центрифуг-бочоночков на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральской Свердловской области, на Ангарском Иркутской области электролизном химическом комбинате, на электрохимическом заводе в Зеленогорске Красноярского края и на Сибирском химическом комбинате в Северске Томской области. Все 4 завода, на которых лег груз ядерной гонки, в строю. Выход Минсредмаша на мировой рынок обогащенного уранового продукта стал возможен только после того, как СССР достиг паритета в ядерной гонке. И по количеству ядерных боезарядов, и по темпам их производства. Да еще и после того, как производственных мощностей стало достаточно для масштабной программы строительства атомных электростанций в Советском Союзе. Получилось один в один, как в стародавнем анекдоте. Минсредмаш медленно спустился с горы и далее по тексту. Середина 70-х. Остановка диффузионного завода обогащения в английском Карпенхерсте. 1987 год. Остановка завода К-25 в Укридже. 2012 год. Остановка диффузионного обогащения во французском Трикостене. И в 2013 году последний из динозавров в Падьюке тоже наказал долго жить. Завод в Падьюке остановили, поскольку летом 2010 года в Юнисе, штат Нью-Мексико, начал работу новый обогатительный завод с говорящим названием Юренко USA. В очередной раз констатирую факт. В Штатах собственной технологии обогащения урана по содержанию изотопа 235 просто нет. Надеюсь, что ничего нового я вам, уважаемые зрители и слушатели, не рассказал. Все перечисленные факты достаточно широко освещались что в нашей, что в западной прессе. Особняком стоит освоение обогащения урана по изотопу 235 в Китае. Стартовала у них программа в 1964 году. Но на тот момент ничего китайского в их технологии не было от слова совсем. Завод в Ляньчжоу, провинция Ганьсу, работал по советскому газодиффузионному варианту. Такая классическая история про двух зайцев одним выстрелом. Советскому Союзу было по политическим причинам выгодно, чтобы государство-член Совета Безопасности ООН, по многим позициям поддерживавшее политику СССР, получило не только право на обладание ядерным оружием, но и само ядерное оружие. Для наработки ядерных боеприпасов диффузионных технологий было вполне достаточно. Но отсутствие центрифужных технологий было системой безопасности, которая требовалась из-за обострения советско-китайских отношений в годы правления Хрущева. Ядерные боезаряды Китай создать при наличии обогащения урана мог, но создать большое количество этих боезарядов не мог. И эта задумка вполне себе получилась. Но хронология наших с Китаем пограничных конфликтов, какое оружие при этом использовалось, это уже не ко мне, а к профессиональным специалистам. Китай даже после окончательно испорченных отношений с СССР особо не огорчался.
У него появились первые собственные специалисты-атомщики, которые даже немного усовершенствовали мембранные технологии. Особо не огорчался. Диффузионный завод вполне позволял без спешки наращивать ядерный потенциал, а свою первую атомную электростанцию Циньшань в провинции Чжэцзян на базе водоводяных реакторов CNP-300 отечественной разработки Китай ввел в эксплуатацию только в 1991 году. После 1991 года, по известным причинам, наши отношения с Китаем, которые были уже не советско-китайскими, а российско-китайскими, стали сначала восстанавливаться, а потом последовательно развиваться. Китай оказал серьезную помощь сохранению нашего мирного атомного проекта, подписав в 1997 году контракт и оплатив строительство 2 энергоблоков атомной электростанции «Тяньвань» с реакторами ВВР-1000 и терпеливо снося задержки и переделки отдельных узлов безо всяких штрафных санкций. 1997 год – тот еще эпизод в жизни современной России и в биографии Министерства атомной промышленности. Поэтому предлагаю считать строительство центрифужного обогатительного завода в Китае, который был введен в эксплуатацию в 2001 году, нашим Алаверды тому столику. Тем более, что и Алаверды было аккуратно оплачено, и центрифуги нашего в Ланчжоу только 6-го поколения. С нас не убыло, а товарищам по ту сторону Амура было приятно. То, что китайцы – это точно не американцы, в случае с обогащением урана по изотопу 235 подданные товарища Си доказывают вполне убедительно. С начала века они уже освоили производство газовых центрифуг по собственным, незаимствованным технологиям. Теперь в КНР работают уже 3 обогатительных предприятия, не только в Ланчжоу, но и в Ханчжуне и в Ханьяне. Во всяком случае, так утверждает официальная версия. А что касается близких, тесных отношений Китая с Пакистаном, в котором технологии газовых центрифуг от Юренко появились стараниями Абдул-Кадыр-хана, так это сплошные непроверенные и неподтвержденные слухи, не более того. Точной даты создания газовых центрифуг в Пакистане нет. Где-то так в 70-е годы прошлого века программа была начата. Большинство исследователей сходятся на том, что в 1982 году на первом каскаде центрифуг стартовала наработка урана оружейной частоты 93% по урану-235. Гадать на кофейной гуще, перебирать слухи – занятие неблагодарное. У нас для этого Bloomberg имеется. Далее придерживаюсь официальной версии. Китай за счет собственных усилий вошел в число крупных игроков на рынке обогащения урана по изотопу 235 за счет центрифужных технологий. Число серьезных игроков крайне ограничено. Росатом, Юренко уже в 5 экземплярах в Англии, в Голландии, в Германии, во Франции и в США, и Китай в лице своей основной государственной корпорации CNNC – China Nuclear National Corporation. И напоминаю, что речь идет о 4-м этапе переработки природной руды урана. Обогащение самой руды на месторождение, тонкая очистка желтого кетка на площадке центрифужного завода, конверсия урана, получение его химического соединения с фтором и обогащение по изотопу 235 на газовых центрифугах. Теперь несколько слов о том, в чем измерять работу по разделению изотопов. Что на диффузионных мембранных сетках, что в газовых центрифугах происходит именно этот процесс – разделение основного изотопа урана-238 и изотопа урана-235. Единица работы разделения – работа, необходимая для разделения 1 килограмма урана на 2 составляющие – уран-238 и уран-235. Единица работы разделения ЕРР удобна тем, что она не зависит от используемой технологии. Для разделения одинакового количества урана и на мембранах, и в центрифугах требуется одинаковое количество единиц разделительной работы. То, что диффузионный метод требует на единицу разделения 2500 киловатт-часов, а центрифужный всего 50 киловатт-часов, уже вторично. Это уже экономика процессов. А физический смысл в обоих случаях один и тот же. Единицы разделительной работы измеряются в килограммах. Так удобнее, не более того. В ЕРР удобно оценивать возможности оборудования по разделению изотопов. Обычно это миллионы. Если мы о физике процесса, то логика проста. Чем больше используется единиц разделительной работы, тем меньше требуется исходного природного урана. И наоборот. При сокращении затраченных единиц разделительной работы для получения того же количества урана-235 потребуется больше исходного урана. Хочешь выжать из природного урана максимум изотопа 235, изволь как следует поработать. У тебя горы природного урана, можешь немного поработать над разделением его изотопов и отправиться бить баклуши. Обойдемся без довольно тяжеловесных формул, давайте лучше сразу приведу характерные примеры. Ставим задачу получить 1 килограмм урана с обогащением по изотопу 235 в 5%. Европейцы и подчиненные им американцы меньше работают, но тратят больше природного урана. В Росатоме больше работают, но экономят на уране. Что выгоднее? Ну, давайте припоминать.
Росатом уран для своих нужд добывает на территории России и на территории Казахстана в совместных предприятиях. В обоих случаях стоимость урана ниже мировой, причем весьма значительно. Конверсия урана энергозатратна, поскольку химические реакции по замещению кислорода фтором идут при температурах около 500 градусов Цельсия. Если грубо, то на производство 1 килограмма этого самого гексафторида урана требуется 2000 киловатт-часов. Будем считать, что на обогащение урана в центрифугах Юренко, Росатом и китайская CNNP тратят одинаковое количество электроэнергии. Вспоминаем про тарифы, которые пока даже в Китае выше наших процентов на 50-60. Реконверсия урана – это еще 2000 киловатт-часов на кило. Результат вполне очевиден. Росатом может позволить себе лишние килограммы единиц разделительной работы, поскольку только из-за нашей пока еще дешевой электроэнергии все равно выиграет по себестоимости. Да еще и больше 2 килограммов природного урана сэкономит. Вот теперь, я надеюсь, стала понятна откровенная истерика Эммануэля Петеновича Макрона после того, как ему в Нигере на урановых месторождениях подсказали адресок для пешей прогулки. Теперь ЭДФ вынуждена закупать руду урана по мировым ценам. Если припомнить, то я уже комментировал вояж Макрона в Узбекистан, где ему вывернули руки до затылка. Будет тебе совместное предприятие на нетронутом месторождении, но инвестиции в его разработку общей суммой в 500 миллионов евро с тебя, красавчик. 5-й этап переработки природного урана я только что упомянул. Полученный на выходе из газовых центрифуг гексафторид урана, в котором теперь уже 5% урана-235, необходимо снова превратить в оксид. Соединение с кислородом. Таковы требования при фабрикации традиционного ядерного топлива. Топливные таблетки спекаются или формируются в вибрации именно из оксида урана. Фтор убрали, кислород вернули, газ остудили, получили порошок, который именуют ОУП – обогащенный урановый продукт. Поставки урана из России – заезженный штамп из неспециализированных СМИ. А в суровой реальности, данной нам в ощущениях, Росатом экспортирует не уран, а обогащенный урановый продукт. Разницу в стоимости, представляете? На килограмм обогащенного уранового продукта уходит 8 килограмм природного урана, плюс все расходы на конверсию и реконверсию, на обогащение по изотопу 235. У единиц разделительной работы тоже имеются биржевые цены. В начале этого года цена составляла $190. Рост с показателя 2023 года – $56. В процентах даже считать не хочется. Конверсия 1 килограмма урана в начале этого года – $60. 1 килограмм желтого кека в марте этого года – $160. Грубо, итоговая стоимость 1 килограмма обогащенного уранового продукта таким образом получается $3620. Или в 60 раз больше, чем стоимость 1 килограмма природной руды. Все, что я могу по этому поводу цензурно сказать, когда я от очередного журналиста слышу или вижу что-то вроде «Россия экспортирует уран», очень хочется эту персону обнять 2 руками, причем за шею, причем хотя бы на минуту. Лавров, правда, еще короче сказал, но он министр, ему можно. Вот теперь я с чистой совестью в виде таблицы даю данные о производственных мощностях по обогащению урана, по содержанию изотопа 235 по странам в тысячах единиц разделительной работы в год. Разумеется, детальная таблица куда как более масштабна. Порядка 100 тысяч единиц разделительной работы в год – оценка производственных мощностей Японии, Бразилии и Ирана. А Пакистан, Индия и Корейская Народно-Демократическая Республика свои данные просто не разглашают. Это интересно и увлекательно, но на мировой рынок обогащенного уранового продукта для энергетических целей никак не влияют. Иран топливо для атомной электростанции «Бушер» получает из России. Бразилия с прошлого года для своей атомной электростанции «Ангра» тоже от Росатома. В СМИ, в том числе и в западных, почему-то традиционно заявляют, что на долю России и нашего Росатома приходится около 40% разделительных мощностей. Но арифметика наука суровая. Графа «Итого» в нашей табличке 61 миллион и 100 тысяч единиц разделительной работы. В таком случае доля Росатома 44,3%. Ладно, пусть будет около 40%. Байден импорт российского обогащенного уранового продукта запретил. Евросоюз намерен прогуляться по стопам этого достопочтенного старца. Но не стоит забывать, что Китай обогащенный урановый продукт пока на экспорт не поставляет. Парк атомных электростанций в этой стране растет стремительно, и первично для Китая обеспечение собственного спроса, все остальное потом.
Если предложение Евросоюза будет реализовано, то на мировом рынке останется 25,1 миллиона единиц разделительной работы в год мировых разделительных мощностей. Причем все 100% этих мощностей работают на центрифугах ЦИППИ, то есть по технологиям единственной и неповторимой для Запада компании Юренко. Статистика, накопленная МАГАТЭ и Всемирной ядерной ассоциацией, показывает, что для типового атомного энергоблока мощностью 1000 мегаватт в год требуется от 120 до 150 тысяч единиц разделительной работы, что позволяет оценить годовой спрос на разделительную работу для стран, имеющих атомные электростанции на своей территории. Подсчеты годового спроса двумя этими организациями выполнены независимо, при этом результаты полностью совпадают, что увеличивает доверие к итогам. Потребности США – около 15 миллионов единиц разделительной работы в год. Европа и Англия – 12,3 миллиона единиц разделительной работы в год. Южная Корея – от 4 до 5 миллионов. Япония – от 1 до 2 миллионов единиц разделительной работы в год, и спрос будет расти по мере восстановления работы остановленных ранее атомных электростанций. В Объединенных Арабских Эмиратах теперь работает атомная электростанция «Барака» в составе 4 реакторов АПР-1400. Это еще до 1 миллиона единиц разделительной работы в год. Болтающаяся Аки-цветок в проруби, бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика до 1922 года, это еще 1 миллион единиц разделительной работы в год, которыми их теперь стала обеспечивать Юренко. Я уже говорил, что арифметика наука суровая. На круг получается что-то около 35 миллионов единиц разделительной работы в год. Вспоминается фраза Василия Лебабаевича: «Доцент, червонец давай, однако». Причем этот червонец, 10 миллионов единиц разделительной работы в год разделительных мощностей, требуется уже сейчас. То есть, вот прямо с того момента, как Штаты с Евросоюзом окончательно откажутся от российского обогащенного уранового продукта. Если честно, то вот даже лень комментировать, разве что и дальше Василия Лебабаевича цитировать. Керосинка совсем плохой стал. В европейской керосинке крышка улетела куда-то совсем уж в дальние края, простите. Во Франции и в Штатах озвучивались некие планы напрячься и нарастить разделительные мощности на 50%, то есть совокупно на 5 миллионов единиц разделительной работы. Но в обоих случаях глашатые перемог застенчиво молчали по поводу возможных сроков. В Азии люди более молчаливые. Южная Корея наращивает импорт обогащенного уранового продукта из Китая. Ну а Китай с прошлого года наращивает импорт из России. И сдается мне, что где-то что-то подобное мы уже слышали и видели. Общее название – кривым дулом из-за угла. Основываясь вот на этом факте, минус 10 миллионов единиц разделительной работы в год на текущие нужды, и следует оценивать громогласное заявление Дональда Трампа про наращивание мощностей атомных электростанций в США в 4 раза к 2050 году и словеса европейских политиканов об атомном ренессансе. Сказать не значит сделать, обещать не значит жениться. Стоит помнить и о том, что строительство новых обогатительных центрифужных заводов занимает 7-8 лет, поскольку локация для них требует лицензирования со стороны государственных регуляторов объекта, ведь ядерная и радиационно опасный. А заводов, способных производить газовых центрифуг, кот наплакал. Извините за некоторый цинизм, но это ведь хорошо, что информация об атомном проекте Китая далеко не прозрачна. Кто ж его знает, сколько у него там разделительных мощностей. Так что и тому, что он их умудрится за год удвоить, а то и утроить, я тоже согласен верить. Разумеется, автоматически возникает вопрос: а нам, России, Росатому, поставки обогащенного уранового продукта в Штаты и в Европу точно нужны? Мне глубоко фиолетово, патриотично мое мнение или нет, поскольку в суровость арифметики я веровал, верю и буду веровать. По оценкам МАГАТЭ, годовая потребность в разделительной работе нашей с вами страны в прошлом году составила 5,1 миллионов единиц разделительной работы. Получается, что 22 миллиона единиц разделительной работы производственных мощностей излишние для России. То есть мы способны обогащать в 4 раза больше урана по изотопу 235, чем существующий спрос в отечественной атомной энергетике. Правда, данные ведь далеко не полные. Давайте прикинем на пальцах, куда мы еще, кроме Штатов и Европы, поставляем обогащенный урановый продукт. Держа в уме то, что для типового энергоблока ВВР-1000 требуется 110 тысяч единиц разделительной работы в год, а для реактора ВВР-1200 – 130 тысяч единиц разделительной работы. 4 блока с ВВР-1000 работают в составе атомной электростанции Тяньвань в Китае. 2 таких же блока на атомной электростанции Кудан-Кулам в Индии. Парочка ВВР-1200 трудится в составе белорусской атомной электростанции.
Итого 920 тысяч единиц разделительной работы в год экспортные поставки при любых настроениях на Диком Западе. При этом априори считаем, что от нашего ядерного топлива откажутся в Венгрии, в Финляндии, в Болгарии и в Чехии вместе со Словакией. Мне глубоко фиолетово, что там в связи с этим может произойти. Пусть хоть напрочь реакторы заглушат. Я сейчас предлагаю сосредоточиться только на интересах России и Росатома. С колокольни чихают на все ядерные санкции ЮАР с Бразилии. На двоих им требуется еще 500 тысяч единиц разделительной работы в год от Росатома. Маловато будет, конечно. Но в конце этого и в начале следующего года планируют запуск по одному блоку с ВВР-1200 на Курской атомной электростанции 2, на атомной электростанции Аккую в Турции и на атомной электростанции Рупур в Бангладеш. А это еще 390 тысяч единиц разделительной работы в год. В те же сроки должны встать в строй два блока с ВВР-1000 в Индии на Куданкулам. 220 тысяч единиц разделительной работы в год. То есть, итого на начало следующего года еще 1,1 миллион единиц разделительной работы в гору. С учетом нашего сиюминутного экспорта отчетливо видны дополнительные 2 миллиона 10 тысяч единиц разделительной работы. Печалимся? Нет. Продолжаем считать. В строительстве на сегодня, кроме перечисленных, 4 блока с ВВР-1200 в Китае, еще 3 таких же на Аккую, еще 1 в Бангладеш, 4 сразу возводятся в Египте на атомной электростанции Эль-Дабаа, еще 2 в Иране, во второй очереди атомной электростанции Бушер. С большой долей уверенности можно полагать, что Венгрия сумеет добиться исключения из любых запретов для строящейся атомной электростанции ПАКШ-2, поскольку производство топлива для ВВР-1200 не освоено никем, кроме Росатома. Итого, по заграницам мы невооруженным глазом видим в ближайшей перспективе еще 16 блоков с ВВР-1200, что загрузит наши обогатительные мощности на 2 миллиона 80 тысяч единиц разделительной работы в год. Уже чуточку веселее, поскольку все вместе 4 миллиона 90 тысяч единиц разделительной работы в год. У нас дома уже начато строительством еще один блок на Курской атомной электростанции 2 и еще 2 блока на Ленинградской атомной электростанции. То есть, где-то так 4,5 миллиона единиц разделительной работы в год дополнительно мы уже изыскали. Тут я ничего не путаю. Блоки с ВВР-1200 на Ленинградской и Курской атомной электростанции – это блоки замещения выводимых из эксплуатации блоков РБМК-1000. Но блоки РБМК-1000 уже остановили, а потому в статистику МАГАТЭ по прошлому году они уже не входили. То есть, это будет чистая прибавка. А дальше начинается туман и полутона. Известно, что Росатом поставляет ядерное топливо для исследовательских реакторов Узбекистана, Казахстана, Египта, Боливии, Египта. Что у нас самих таких реакторов больше 2 десятков. Учитывали их МАГАТЭ и Всемирная ядерная ассоциация, неизвестно. В их докладах ни слова по этому поводу. Да, разумеется, мощность исследовательских реакторов в десятки и в сотни раз меньше, чем у реакторов энергетических. Но топливо для них обычно содержит до 19,75 урана-235. А тут арифметика-математика по единицам разделительной работы и количеству природного урана совсем иная. Для нас эта математика интересна вдвойне, если не втройне. Ядерное топливо для реакторов РИТМ-200 тоже требует обогащения по урану-235 в эти же 19,75%. Если кто-то не следит за созданием реакторов РИТМ-200 и его наземной модификации, то докладываю. Росатом уже построил 10 таких реакторов. В работе на разных этапах еще столько же. При этом остановки не предвидится. Уже появилось поручение президента России в адрес правительства о строительстве 2 дополнительных атомных ледоколов серии ЛК-60, она же 222-20. Выполнение заказа для атомной станции малой мощности в Джизахской области Узбекистана только стартовало. Совсем недавно была отлита первая заготовка для корпуса реактора. Впереди еще 5 штук. На завершающих этапах переговоры о строительстве второго энергоблока на базе РИТМ-200Н в Якутии и о строительстве от 1 до 3 атомных станций малой мощности в Киргизии. Глава Росатома недавно сообщил, что до конца этого года будет завершена проработка проекта плавучих энергоблоков в тропическом исполнении. Подписан меморандум о совместном строительстве плавучих атомных электростанций с Бразилией. На заводе имени Орджоникидзе в Подольске завершено изготовление первого реактора РИТМ-400. Вот и давайте оценим, как будут влиять на обогащение все эти малыши. Электрическая мощность реакторов РИТМ-200, напомню, всего 55 мегаватт. Электрическая мощность реактора РИТМ-400 – 120 мегаватт. Мал да удал. Для производства 1 килограмма с обогащением по изотопу 235 при наших хвостах в 0,1%
До уровня 19,75% требуется 32,2 килограмма природного урана и 240 единиц разделительной работы. Много это или мало? Первая загрузка активной зоны реактора «Ритм-200» – это 450 килограмм ядерного топлива с обогащением по урану-235 в 19,75%. Для этого необходимо использовать 108 тысяч единиц разделительной работы. Собственно говоря, столько же, сколько необходимо для года работы реактора ВВР-1000. Такая вот занимательная ядерная арифметика получается. Но стопроцентно точной информации по «Ритм-200» и по исследовательским реакторам у нас нет. Ситуация в очень серьезной динамике. С Вьетнамом соглашение по исследовательскому реактору и Центру ядерных наук и технологий уже подписали. Идут переговоры на ту же тему с Белоруссией. После успешной реализации Центра ядерных наук и технологий в Боливии ждем новых заказов из других стран Южной Америки. Для уточнения перспектив необходимо будет учесть строительство международного быстрого исследовательского реактора у нас дома. Не говоря уже обо всем, что заложено в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года. Напомню, что для ее реализации Росатом должен построить ни много ни мало, а 38 новых реакторов разной мощности и разных типов. Первая загрузка топлива в активные зоны строящегося реактора Брест-300 и БН-1200, лицензия на которую только что была выдана, тоже потребует обогащенного по изотопу урана-235. Потому и это необходимо учитывать. Если честно, то полный, учитывающий все нюансы анализ перспектив нашего ядерного обогатительного комплекса способен дать только сам Росатом. Никто посторонний на это точно не способен. К уже перечисленным неопределенностям обогащения для исследовательских и малых реакторов можно и нужно добавить еще несколько. Мы достаточно регулярно видим репортажи из Северодвинска, где со стапелей знаменитого северного машиностроительного предприятия сходят атомные подводные ракетоносцы. А что у нас там с топливом для лодочных реакторов? Думаю, что лет через 50-60 будем знать точно. Кроме того, точно известно, что какая-то часть газовых центрифуг активно используется для производства изотопов, востребованных в ядерной медицине и в промышленности. Но ведь не более чем какая-то. Точные данные имеются только у нашей атомной корпорации. Все, что мы знаем из открытых источников информации, я сегодня постарался собрать максимально полно. Какие выводы можно сделать? В ближайшие 7-8 лет столько требуется на строительство новых обогатительных урановых заводов. Европейские, американские, местами даже азиатские разговоры о том, что они там у себя смогут развивать атомную генерацию без услуг Росатома по обогащению урана, будут оставаться разговорами. И это тот временной лаг, который имеется у Росатома для того, чтобы собственными усилиями свести значение европо-американо-азиатского рынка обогащенного уранового продукта в круглый ноль. Или приблизиться к этому нулю максимально быстро. Вот просит наш президент ускориться со строительством гигаваттных атомных электростанций на нашем Дальнем Востоке. Надо просьбу выполнять. Памятуя о том, что каждый ВВР-1200 – это загрузка обогатительных мощностей на 130 тысяч единиц разделительной работы в год. Все, как завещал великий Винни-Пух. То тут 100 тысяч единиц разделительной работы, то там 100 тысяч единиц разделительной работы, на то оно и утро. И снова, в который уже раз, тот случай, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Впрочем, когда у России по-другому-то было? Что-то не припомню, наверное, память дырявая. Больше реакторов, богу реакторов. Справимся, куда деваться-то. Особенно с учетом того, что производитель топлива с обогащением по урану-235 в 19,75%, которое требуется в подавляющем большинстве перспективных атомных станций малой мощности, на планете ровно один. Топливный дивизион Росатома. Холдинг 12. Будем стараться словить все новости, но уверенность в том, что мы справимся, наличествует. Поживем – увидим.